Итак, здравствуйте. В сегодняшнем видео мы будем менять маслоотделитель картерных газов, он же клапан картерных газов. Дело в том, что в последнее время на двигателе начало собираться масло. Даже на крышке двигателя видны такие масляные напотевания. Вокруг заливной горловины масла тоже как бы напотевает. Такое чувство, что двигатель давит картерные газы из-под этой крышки. Я ее вытираю, оно там все равно потом как бы образовывается. Я уже начал переживать, думал, что что-то там уже с поршневой или что случилось, не знаю. В итоге это все дело начало усугубляться и проблема проявилась, то есть стало заметно, что это все выходит из-под клапана картерных газов. Значит, в клапане картерных газов есть мембрана, которая со временем затвердевает, рвется и через нее начинает выходить масло. Сегодня мы его поменяем. Сейчас я вам покажу поближе эту всю проблему, как оно все выглядит. И еще бы хотел добавить, что менять это все нужно вовремя, не затягивать, потому что это масло, оно потихоньку начинает приводить негодность, разъедать там все резиновые запчасти, которые вокруг есть на двигателе, там какие-то держатели. Например, у меня разъело держатель воздушного фильтра, там есть два держателя таких маленьких сверху. Также я хотел добавить такой момент, что вот эта мембрана, когда рвется на маслоотделителе, она начинает пропускать картерные газы и может дойти даже до того, что вы будете на ходу в салоне чувствовать немножко такой запах выхлопных газов. То есть это дело неприятное, все в масле, такого быть не должно. Так, значит, сняли мы крышку двигателя, и здесь вы можете видеть, вот, например, все форсунки в масле. Такое чувство, что это масло где-то с-под прокладки идет. Вот видно датчик, тоже все вокруг него в масле. Но на самом деле масло выходит вот из-под этого вот клапана. И вот эта резиночка уже отслоилась от крышки двигателя. Ее масло начало разъедать, этот поролончик. Сейчас снимем вот эту верхнюю крышечку и посмотрим, в каком состоянии находится мембрана. Для этого мы вот таким образом, вот здесь такие защелочки есть по кругу, поддеваем ножичком, вот тут я уже одну отщелкнул, и вот отверткой аккуратно приподнимаем. И так же само все остальные делаем. Это нужно делать очень аккуратно, если у вас нет под рукой сразу на замену маслоотделителя, потому что вот эти места очень хрупкие и они легко могут трескать. И сейчас мы его снимем и увидим, в каком состоянии находится сама мембрана. Итак, я отщелкнул все вот эти почти защелочки, оно только на одной держится. Поднимаем эту крышечку. Так, и видим, вот сама мембрана. Видно, также здесь собралось немножко масла. И мембрана, сейчас мы посмотрим, в каком она состоянии. Так, ага, вот, здесь видно, как она порвалась по краю. Вот такая вот она, мембранка. Здесь под мембраной находится вот здесь вот пружиночка. Вот так это все работает. Мембрана на ней стоит, этой крышечкой прижатая. И когда турбина выходит на буст, соответственно, она тянет воздух. Здесь образуется вакуум. И мембраночка вот сюда плотно прилегает таким образом и перекрывает подачу вот этих картерных газов вместе с маслом. Это, наверное, сделано для того, чтобы масло при максимальных нагрузках на двигатель не вытягивалось вакуумом в турбину. То есть такие вот пиковые моменты оно просто перекрывает картерные газы. Ну и сейчас мы, наверное, снимем, вот раскрутим вот эти вот 4 болта звездочки, снимем сам маслоотделитель, поставим новый, и вся эта проблема будет решена. Также поменяем вот эти вот резиночки, которые держат сам корпус воздушного фильтра. Тут видно, ну это я потом покажу, видно, вся резиночка потрескалась, растянулась. Я уже под нее какое-то резиновое колечко временно поставил, но сейчас у меня уже есть новое, так что все это мы исправим. Так, пока еще ничего не открутили, сразу хочу показать новый маслоотделитель. Значит, я взял оригинальный. Номер детали, как вы видите, А611 016 03 34. Этот маслоотделитель специально для вот этого 2.7 CDI. Значит, была у меня такая история, я заказывал сначала не оригинальный Феби,
И он пришел, ну там, наверное, ошиблись номером детали, он пришел без вот этой вот пластмассового вот этого отделителя. То есть, ну, я его отправил обратно и взял вот это. Значит, этот оригинальный маслоотделитель стоит 1800 гривен в розницу. Ну и, в принципе, деталь простая. Значит, давайте коротко рассмотрим, как это все работает. Я перед этим вам показывал, вот этот клапан внутри находится, вот эта мембраночка, а здесь вот сама улиточка. Значит, сюда заходят картерные газы с двигателя и двигаются по этой улиточке, и с них масло, пары масла оседают на стенках, и они через вот это отверстие назад уходят в двигатель. А сами газы через вот этот вот, через вот эту трубочку заходят на впуск турбины. Ну, вот, в принципе, все здесь очень просто сделано. Значит, смотрите, сейчас мы будем откручивать вот эти 4 болта. Они звездочки. У меня звездочки нету, поэтому я буду использовать шестигранную головку на 8. То есть, ну, с ней тоже можно это все дело открутить. Там нет больших усилий. Просто нужно очень плавно, аккуратно, чтобы не сорвать грани. И потихонечку откручиваем эти болтики. Сначала ослаблю все по кругу. Усилия тут большого нету. Главное, чтобы они еще вниз не упали. Так, снимем это колечко, которое держит воздушный фильтр. Тут я уже надел дополнительное, потому что оно растянулось от этого масла. Ну и это колечко не оригинальное было, оно было фирмы Вайко, номер детали V30 1208. Оно прослужило где-то год, здесь видно на нем трещины. Так, ставим его пока в сторону и все дело откручиваем. Так, значит, тут на этой трубочке вот здесь у меня хомут, он здесь быть не должен. Это уже просто такой колхоз вариант. Сейчас мы его тоже снимем. А вообще он по стоку не идет. Так, используем еще отвертку тогда. Потому что специальных плоскогубцев у нас нету. Так, оттянем этот хомут в сторону. Так, теперь все придерживаем. Стягиваем этот патрубок и аккуратными движениями, пошатыванием, оп, сразу сорвался. Снимаем этот клапан. Вот так он выглядит. Обратите внимание, тут под маслоотделителем есть два уплотнительных колечка. Их также нужно обязательно менять. Они со временем, вот тут даже вообще оно повреждено, видно, они со временем так усыхаются, улегаются. Они должны иметь круглую форму в сечении, если разрезать его, а оно встает таким прижатым. И они также нормально не прижимают и пропускают вот эти вот картерные газы снизу под маслоотделителем наружу. Значит, я также заказал два новых колечка. Вот так оно все выглядит. Номер деталей большого колечка А611 997 06 45 и номер маленького колечка, соответственно, 611 997 05 45. Отличаются эти номера только одним числом. Вот здесь на большом колечке будет 0,6, а на маленьком, соответственно, 0,5. Так, значит, достаем старое колечко. Вот вы видите, в чем разница. Новое колечко, оно полностью круглое в сечении. Старое уже усохлось, все изжатое, порванное. Старое выкидываем. Значит, перед установкой нового колечка все-таки смажем его маслом немножко, чтобы оно там полностью не на сухую ложилось. Вот так мы его промазываем и ставим его на его усадочное место. Так же само поступаем с большим колечком. Распаковываем, старое вынимаем, тоже выкидываем его, промазываем новое колечко маслом, чтобы оно там не на сухую ложилось, так же как предыдущие, и ставим на его посадочное место. Ну все, теперь осталось аккуратно вставить новый маслоотделитель, чтобы
эти кольца остались на своем месте и не прижались. И в принципе все в обратном порядке собрать, и работа будет готова. Берем маслоотделитель, предварительно промазываем также маслом вот эти места, к которым будут прилегать эти колечки. И аккуратно, не спеша, смотрим, как оно там все садится. Все было ровно, все вошло в пазы. Аккуратно его туда прижимаем. Так, вот он стал на свое родное место. Надеваем на него этот патрубок. Дальше собираем все в обратном порядке. Значит, ставим этот держатель корпуса воздушного фильтра. Номер детали у него, кстати, А612 094 01 41. Значит, как он был, вот таким образом. Наживляем болтики. Так, наверное, этот хомут колхозный я назад ставить не буду. Тут ни к чему. Я сейчас сниму этот патрубок. Сниму хомут с него. Не люблю колхоз. Так. Видимо, кто-то думал, что масло по этому патрубку сверху течет из-за того, что пропускает это соединение, и надел хомут. Как видите, дело было не в этом. Понакрутили болтиков, понаживили и аккуратно затягиваем. Затягиваем все по чуть-чуть, чтобы все ровненько село. Значит, все закрутили. Осталось только проверить, дожать болтики немножечко с чувством, потому что это все на пластмассу идет, чтобы она не треснула. Одеваем обратно этот патрубок на него, с которого мы сняли хомут. И останется сейчас только поменять вот этот держатель маленький. Я взял оригинальный, сейчас я вам его покажу. Итак, перед вами оригинальный держатель корпуса воздушного фильтра. Его номер деталей А611 094 03 85. Значит, до этого, как я говорил, здесь стоял вот этот вот Вайко. Он прожил 1 год всего лишь и растянулся. Итак, одеваем на место этот оригинальный держатель корпуса воздушного фильтра. Так, вот таким образом он сидит плотно. Вот, все. Так, все на своем месте. Так, наверное, придется заказать еще один. Кстати, стоит эта вот резиночка по розничной цене примерно 202 гривня. Вот так вот. Не дешево. А вот этот вот старый Вайко где-то около 70 гривен стоит. Есть еще Труктек за 15 гривен. Не знаю, сколько они будут жить. Ну, такое дело. И осталось все это дело вытереть от масла, надеть обратно крышку. Давайте сейчас заведем двигатель, посмотрим, не идут ли нигде картерные газы, все ли нормально закручено. Итак, я завел машину. Видно, что нигде никакого дыма нету. Картерные газы нигде не спускают, нигде не проходят. Также откроем маслозаливную горловину. Сейчас вы увидите, как выглядят сами картерные газы. Значит, вот этот дымок и есть картерные газы. Это смесь выхлопных газов, которые просачиваются сквозь кольца в картер, и смесь паров масла вместе с ними.
двигателей с пробегом могут быть картерные газы. Когда очень сильные картерные газы, это значит уже постепенно приходит к негодности вся ДВС. Значит, если погазовать немного, сейчас я погазую, видно, что газы перестают идти. Это потому, что по вот этому вот патрубку создается как бы вакуум в турбине, и эти газы вытягиваются на впуск. Поэтому они перестают идти с вот этой маслозаливной горловины. И если поставить на нее крышечку и погазовать, то она туда аж притягивается. Видно, что там вакуум. И если поставить руку, так, слегка чувствуется вибрация. Эта вибрация должна быть, потому что поршня снизу вытесняют воздух при своей работе по очереди, соответственно, по-любому будет вибрация. То есть вибрация это нормально, а вот когда уже есть такие повышенные картерные газы, это уже говорит об износе поршневой, вот этой всей кольца, поршня, поршневой группы. Картерные газы могут быть даже немножечко у новых автомобилей. Так, закручиваем все на место. К слову, пробег у моей машины на данный момент 458 тысяч, и вот эти картерные газы, что вы видели только что, они совсем для такого пробега небольшие. Итак, вся работа готова. Значит, все заняло примерно полчаса. Как вы видите, работа несложная, но очень нужная, хоть и не дешевая. Кому было полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.